Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре мониторы, не просто мониторы, а продолжение нашумевшей мини-LED-панели INNOCN32M2V, обзор на который есть на канале. Насколько я понял, INNOCN сами осознали успех модели 32M2V, поэтому не стали изобретать велосипед и просто выкатили модель 32M2V Pro. Различий на бумаге практически нет, на борту 32M2V было 1152 зоны локального затенения и частота развертки 144 Гц. В случае с версией Pro мы имеем уже 5088 зон локального затенения и 160 Гц. И с учетом того, что 32M2V Pro по сути не является какой-то обособленной моделью, это просто продолжение модели 32M2V с большим количеством зон, я надеялся, что монитор просто обретет более точный фолд, а прочие аспекты останутся без изменений, но не все так просто и минусы все же есть. Ну а перед тем, как мы перейдем к сравнению этих моделей, хочу поблагодарить ребят, которые предоставили данную панель на обзор. Это те же самые ребята, у которых я брал свой INNOCN 32M2V, и это уже третий монитор, который они мне привозят. Прошлым монитором я пользовался примерно пару месяцев, что для меня довольно долго, и мониторы я обычно меняю чаще. Никаких проблем за время эксплуатации у меня не возникло. Ребята возят товар из Китая, плюсом перед продажей проверяют панели на заводской брак, что для меня очень важно, так как я постоянно меняю панели, и при покупке панели в магазине нередки случаи битых пикселей. И если их всего лишь парочка, то с львиной долей вероятности свой перформанс по эксплуатации данной панели вы продолжите за ручку вместе с этими самыми пикселями. Так как большинство производителей регламентирует допуск определенного числа битых пикселей, и возврату такая панель скорее всего подлежать не будет. При этом конкретно для меня это станет не просто неприятным опытом, но и финансовой потерей при продаже такого монитора, так как приобретать мониторы с битыми пикселями на вторичке по рыночной цене никто не станет. В случае с приобретением мониторов у данных ребят вы от этого застрахованы, можно купить что-то из наличия или заказать через них из Китая. Ссылку на них оставлю в описании. Ну а мы переходим к самому монитору. Первое, что хотелось бы отметить, так это то, что данный монитор настолько крут, что я просто не смог найти по нему практически никакой информации. Я не нашел его на официальном сайте INNOCN, я не нашел на него обзоров на YouTube. Эта панель просто фантомно заспавнилась на рынке и все, поэтому я связался с самими INNOCN и попытался выудить какую-то информацию у них. Но, к сожалению, ничего дельного, кроме смайликов и того, что в прошке установлена та же самая IPS-панель, как и в случае с 32M2V, я не получил. Поэтому будем отталкиваться от того, что здесь установлена такая же панель M320QAN02.6 с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Внешне 32M2V и 32M2V Pro выглядят как две капли воды, они просто одинаковые, рубль в рубль. И единственное внешнее различие, которое я обнаружил, заключается в том, что в случае с обычным 32M2V мы имели два выхода HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. А в случае с Pro версией все наоборот, дисплей портов у нас теперь 2, а HDMI 2.1 сократили до одной штуки. Обзор на обычную версию есть на канале, но кто-то наверняка его не видел, поэтому просто пробежимся по сухим цифрам. IPS-панель в форм-факторе 32 дюйма имеет разрешение 4К, то есть 3840 на 2160. Плотность пикселей при этом составляет 137. Панель подразогнали до 160 Гц против 144 в случае с обычным 32M2V. Заявленное время отклика панели Gray to Gray составляет 12 миллисекунд. Время отклика в режиме овердрайва по заявлениям составляет 1 миллисекунду, но при этом мы получаем выраженный овершут. К тому же время отклика в 1 миллисекунду не подтверждается никакими тестами. Из различных источников в интернете всплывают разные цифры, но если все усреднить, то среднее время отклика именно панели в обычном режиме будет составлять в районе 8 миллисекунд. Это ни много и ни мало, это просто честно. При этом в случае с мониторами мини-LED нужно учитывать время отклика самой мини-LED подсветки, которая обычно значительно выше и может составлять все 15 миллисекунд и более, если она включена. Поэтому для динамичных игр ее рекомендуется отключать. Панель имеет честные 10 бит, но по некоторым источникам до 120 Гц. Далее для достижения той же битности подключается FRC. Проверить это сложно, на глаз каких-либо изменений при 120 Гц и при максимальных не наблюдается, хотя FRC, он же Frame Rate Control, это мерцание пикселей. Для достижения усредненных полутонов, которые панель отобразить самостоятельно не способна. И от этой прекрасной технологии можно словить излишнюю усталость глаз, головную боль и далее кто на что горазд. В данном случае, повторюсь, за 2 месяца использования панели 32M2V чего-либо подобного я не замечал. Контраст панели без включения мини-LED, как и для большинства IPS, составляет 1000 к 1. Покрытие с RGB, DCI-P3 и Adobe RGB составляет 99-100%. Заявленная яркость по полному полю кадра в режиме SDR здесь на отметке 450 кандел на метр квадратный, фактически она выше. В случае же с включенным HDR имеем уже 600 кандел, а пиковая яркость может достигать 1000 кандел в зависимости от количества светлых участков в сцене, так как здесь работает ABL. При этом я смог накалибровать HDR профиль на 1100 кандел. Также на борту имеем FreeSync Premium и VRR. G-Sync Compatible не заявлен, но работает без нареканий. Delta E из коробки находится приблизительно на отметке 2. Artings же в свою очередь откалибровали 27-дюймовую версию чуть ли не в нули.
Также в мониторе присутствует датчик освещенности, если он вдруг кому-то нужен. Меню управления практически не изменилось, разве что добавился режим MacBook, а некоторые элементы меню поменяли свое расположение. На задней панели нас встречают два выхода DisplayPort 1.4, один HDMI 2.1, один USB-B, две обычные USB-шки, один Type-C, способный отдавать 90 Вт, один джек 3.5 под наушники и гнездо питания. Панель имеет матовое покрытие, количество зон локального затемнения составляет 5088, что в 4,5 раза превышает количество зон обычного 32M2V. Если вам нужен более детальный обзор данной панели, посмотрите прошлое видео на канале, ссылку оставлю в описании. Если говорить вкратце, я остался очень доволен версией 32M2V. Я постоянно меняю панели, и к подавляющему большинству мониторов, включая OLED, у меня огромное количество вопросов. При этом я не люблю мини-LED, но в случае с 32M2V за 2 месяца вопросов у меня не возникло. Это лучший мини-LED, которым я пользовался. Крайне высокая яркость панели, точность цветопередачи, достаточное время отклика по меркам IPS и один из лучших алгоритмов фолда, который только может быть в связке с Windows на сегодняшний день. Посмотрите отдельный ролик на моем канале, в данном видео больше упор будет на сравнении 32M2V с 32M2V Pro лоб в лоб. Оба монитора работают с настройками из коробки в одном и том же режиме. Яркость обеих панелей выставлена на значение 35. Различия при использовании в SDR режиме с выключенным фолдом есть, но они минимальны. При этом у меня было два экземпляра 32M2V, и разницы в их калибровке я не замечал. Поэтому делаю вывод, что 32M2V и 32M2V Pro из коробки откалиброваны по-разному. Что в первом, что во втором случае перед нами великолепная IPS-панель с отличной цветопередачей, но это мини-LED, и главным моментом является именно алгоритм работы фолда. Как и в случае с обычным 32M2V, включить фолд можно отдельно от HDR, но вот включить HDR отдельно от фолда нельзя. И именно в автоматическом переключении фолда и была основная фишка монитора InnoCN 32M2V, хотя такая же история была реализована и у Samsung, например, в Neo G7 и Neo G8. Но там при отключении HDR фолд не выключался полностью, что могло мешать использованию ПК в среде Windows и уж тем более при работе в редакторах. В случае с данным монитором при выключении HDR фолд гасится на 100%, и мы получаем обычную IPS-панель. Но в случае с обычным 32M2V из коробки фолд выключен, так как при 1152 зонах локального затемнения в Windows видны ярко выраженные артефакты. А вот в случае с прошкой из коробки фолд включен. То есть производитель считает, что 5088 зон уже как бы достаточно для того, чтобы не видеть артефактов в среде Windows или macOS. Но так ли это на самом деле? Если приглядываться, то искажения от работы локальных зон все же видны, но разница между 1152 зонами и 5088 все же колоссальная. Конечно, все еще не идеально, но действительно теперь не самые искушенные пользователи смогут пользоваться фолдом всегда, попросту не отключая его. Но есть еще один нюанс. Резкое уменьшение артефактов вызвано не только увеличением локальных зон подсветки, но и сильным изменением алгоритма ее работы. Монитор стал значительно темнее при использовании фолда, и это заметно повсеместно, как в SDR в самой Windows, так и в HDR-контенте. Если в случае с обычным 32M2V подсветка пыталась выгодно подчеркнуть все яркие участки сцены, то в случае с 32M2V Pro мы имеем как будто более высокое значение гаммы. Картинка стала темнее, цвет в определенных сценах выглядит более глубоким и насыщенным. И заметьте, я ни разу не позволил себе произнести слова правильно и неправильно. Я сказал более глубокий и насыщенный. А уж насколько точно он передает цвет, показал бы калибратор, которого у меня нет. Думаю, InnoCN пошли на такой шаг для сведения к минимуму эффекта блуминга, которым так страдают мини-леды. И это действительно сработало, ореолы стали заметны меньше, как при просмотре под прямым углом, так и сбоку. При этом, как я уже сказал, сильно пострадала яркость, а яркость — это сильная сторона мини-ледов и их HDR-контента. Если говорить простыми словами, HDR на 32M2V выглядит более живым и насыщенным, а на 32M2V Pro более взвешенным и усредненным. Нету таких резких переходов от светлых тонов к темным, которые хотелось бы видеть. К тому же такое изменение работы алгоритма вызвало определенные просадки в самых темных сценах. К примеру, в игре Ghost of Tsushima в определенных моментах мы попросту теряем информацию на экране в тех местах, где она есть. Но в ряде других сцен получаем наоборот более сбалансированную картинку. Пиковая же яркость по профилю калибровки HDR сохранена на отметке 1100 кандел на метр квадратный, но изменение алгоритма в пользу темных участков не дает монитору большего контраста по сравнению с 32M2V, так как светлые зоны, как следствие такого поведения подсветки, также выглядят темнее, чем могли бы быть. Но при этом повышается точность отображения отдельных мелких светлых участков и сильно снижаются ореолы вокруг них. К сожалению, на мой взгляд, несмотря на все плюсы такого подхода, глобально это является минусом, и некоторые игровые сцены выглядят настолько темными, что передвигаться по локации приходится чуть ли не на ощупь.
Но, как я уже сказал, что-то стало лучше, что-то хуже, и с видео не все так однозначно, так как настолько темные сцены, где мы начинаем терять информацию в тенях, встречаются не так уж и часто. На этом моменте предлагаю вам пройти слепой тест. Я немного перетасовал два монитора и запустил на обоих из них один и тот же HDR-ролик в 4К. И несмотря на кодировщик видео в телефоне, динамический диапазон сенсора и пережатие при заливке на YouTube, я постарался выставить экспозицию таким образом, чтобы вы видели что-то близкое к тому, что вижу я в жизни. Посмотрите данные сцены и напишите в комментариях, какой монитор, на ваш взгляд, отображает HDR лучше. Обратите внимание на цвет, яркость и детали ярких и темных участков. Подводя итог, хочется сказать, что, как и в случае с 32M2V, прошка отлично собрана, имеет на борту прекрасную IPS-панель со всеми плюсами и минусами данного типа матриц. Высочайшую точность цветопередачи, которая подойдет для работы с цветом в коммерческом сегменте. Увеличение зон с изменением алгоритма работы мини-леда вызвало двоякие ощущения. С одной стороны, точность света и тени в ряде сцен стали значительно выше, и 5000 зон позволяют плюс-минус приемлемо использовать Local Dimming в Windows. С другой стороны, я бы лучше наблюдал легкий блуминг вокруг светлых объектов в играх, чем терял бы информацию в тенях. И тем не менее, если выбирать на постоянку между 32M2V и 32M2V Pro, я бы все же выбрал прошку. 32M2V я использовал как основной монитор на протяжении 2 месяцев, прошку в свою очередь как основной монитор я использовал практически 2 недели. И то, что она может, меня более чем устроило. Но потихоньку мы доходим до вопроса цены. Если обычный 32M2V можно было купить за приблизительно 80 тысяч рублей в наличии на рынке РФ, и это очень хорошая цена для монитора такого класса, то прошка ощутимо подорожала, и ценник уже в районе отметки в 100 тысяч рублей. Под прошлым видео про 32M2V мне писали, что за такие деньги можно найти OLED в том же форм-факторе, то есть 32 дюйма и 4К. То же самое писали и в моем телеграм-канале, на который вам стоило бы подписаться, так как я периодически пощу какие-то детали, которые не попадают в видео на YouTube, к тому же значительно раньше. И на самом деле я немного утомился спорить с людьми по поводу того, что лучше, что хуже и так далее, тем более, когда в роли аргументов в подавляющем большинстве случаев выступают какие-то около фантастические вещи и личные предпочтения. И сам я являюсь хейтером мини-леда, хотя кто знает, может это любовь. И тем не менее, на сегодняшний день по огромной совокупности факторов OLED мне нравится больше. Но больше минусов, чем у OLED-панелей, нет ни у кого, поэтому в завершении данного видео я немного побуду адвокатом мини-леда и назову вам некоторые минусы OLED-панелей. OLED — это всего лишь технология, где каждый пиксель, состоящий из органических субпикселей, может работать автономно, вне зависимости от того, что сейчас показывает соседний пиксель. При этом пиксель может попросту погаснуть и перестать излучать свет, чего не может LED-подсветка обычного монитора. Все это создает максимально возможный контраст в мониторах на сегодняшний день, так как один пиксель может быть черным, то есть выключенным, а второй светить белым цветом. Но технологии изготовления OLED разные. На сегодняшний день при выборе OLED-панели вы встанете перед вопросом: купить себе W-OLED, он же White OLED, или QD-LED, он же Quantum Dot OLED. И у того и у другого есть свои плюсы и минусы, идеала между ними нет. W-OLED менее ярко отображает цвета и, как правило, имеет матовое покрытие, а матовое покрытие для OLED это отвратительно. Оно размывает цвет и создает зернистость. В свою очередь, QD-LED панели попросту не способны отобразить черный цвет при внешних источниках освещения. Так как сама панель не черная, отключение пикселей приводит лишь к тому, что вы видите подложку матрицы сероватого цвета, а не черный цвет. И тот, и другой тип панелей выгорает, это факт, это не оспаривается. Я лично получал выгорание на одном из своих OLED и постил фото в своем телеграме.
Все зависит от степени везения, времени эксплуатации, от контента на экране и так далее. Шрифты на обоих типах панелей выглядят убого, даже несмотря на выход третьего поколения QD-LED, в котором провели работу над отсеткой, и шрифты стали несколько лучше, чем это было раньше. Шрифты являются слабой стороной как WLED, так и QD-LED. И все же, если вам не жалко денег и вы не боитесь выгорания, OLED, конечно, выглядит довольно нарядно, за исключением одного самого главного момента. Яркость OLED-панелей находится где-то на уровне Nokia 3310, все OLED оснащены ABL и в данном формате имеют пиковую яркость в районе 1000 нит. Что как бы прямо много, если не учитывать нюанс, что 1000 нит достигается в 2% поле кадра. А вот в 100% поле получаем в районе 250 нит, что для HDR выглядит мрачновато даже в абсолютно темной комнате. Конечно, сейчас набегут гении, у которых земля плоская, а 250 кандел на метр квадратный более чем достаточная яркость для современного монитора в режиме HDR. Но стоит заглянуть правде в глаза. И эта правда заключается в том, что OLED это прекрасное решение, но прекрасное оно исключительно для игр и фильмов. При этом в ряде сцен в HDR представленный сегодня мини-LED дает просраться OLED. И да, я вас немного обманул в том самом слепом тестировании. Слева у нас InnoCN 32M2V Pro, а справа 4K OLED от Samsung G80SD с последней на сегодняшний день QD-LED панелью третьего поколения. И, конечно, записывая данный ролик, я не могу знать, какие варианты в комментариях вы написали, но думаю, вполне себе очевидно, что ряд HDR-сцен на мониторе слева выглядит точно не хуже, а местами лучше за счет своей яркости. При этом, чтобы ваш OLED не сгорел в первый же день счастливого обладания, он использует ряд защитных функций. Не буду рассказывать про алгоритмы затемнения логотипов и прочие статичные шушеры на экране, расскажу про два моих любимых. Первое — это автоматическое отключение по таймеру. Каждое энное количество часов вы будете получать вот такой вот баннер по центру экрана. Этой вывеске абсолютно наплевать, что именно происходит у вас в этот момент. Она может выскочить на рабочем столе, может выскочить при просмотре фильма, когда вы валяетесь на диване, а может выскочить во время решающего замеса в доте или файта в каком-нибудь варзончике или КС. Представили себе температуру вашей пятой точки, когда из-за этой красоты вы слили игру? Вторая по счету, но не по значимости, идет Pixel Shift. Эта защитная функция сдвигает картинку на несколько пикселей по горизонтали или по вертикали, чтобы избегать статики. Многие люди ее попросту отключают, предпочитая риск выгорания панели, чем заработать себе нервный тик. Поэтому, чтобы еще больше погрузиться в атмосферу OLED, досматривать ролик мы будем с Pixel Shift и таймером отключения экрана. Что касается цены, ценник на 32M2V на сегодняшний день начинается от 80 тысяч. Ценник на 32M2V Pro от 100 тысяч по наличию в РФ. Ценник на Samsung G80SD от 120 тысяч. Можно ли найти 4K OLED в форм-факторе 32 дюйма дешевле? Да, можно. Если вам не лень сидеть и ловить акции, скидки или же заказать его из Китая и подождать месяцок. То же самое можно проделать и с мониторами InnoCN. Что бы выбрал я сам, если кому-то здесь интересно мое мнение, я вряд ли смогу ответить на данный вопрос, и такого выбора передо мной не стоит. Я пару месяцев юзаю OLED, пару месяцев мини-LED, пару месяцев обычный IPS, LVA и так далее. Если бы я брал монитор с упором в работу, монтаж, цвет и все в этом духе, я взял бы данный мини-LED. Это дало бы мне отличную цветопередачу и четкие шрифты в монтажках и великолепный HDR в играх. При этом свои мониторы я не выключаю, и мой ПК работает 24/7, и переживать за выгорание и прочие невзгоды с мини-LED панелью мне бы не пришлось. Если бы я брал монитор с упором на игры, в частности на сессионные шутеры, то я однозначно брал бы OLED. Так как это фантастическое время отклика, которое заметно невооруженным глазом, при этом опять же отличный HDR. К сожалению, идеального монитора на сегодняшний день не существует. Пока я писал сценарий к данному ролику в Word со светлым интерфейсом, мой OLED разогрелся до такой степени, что я едва ли мог удержать ладонь на его задней крышке. А в комнате появился легкий запах пластика, это при том, что он был в режиме SDR при яркости 35 из 50. Примерно минут 40 вот в таком режиме с белым фоном. Вот здесь, где у нас находится решетка, откуда выходит теплый воздух от пассивного охлаждения, вот здесь тяжеловато держать руку. Мне кажется, что там градусов 45, может быть 50. Ощущается примерно как 200. Пиздец какой-то. Кстати, попробуйте угадать, какой тип матриц используется в современных макбуках на чипах M. Видимо, Apple настолько нищие, что им не хватает денег закинуть в свои ноуты OLED-панели, и вместо этого они используют Liquid Retina экраны с мини-LED подсветкой. К слову, я улетал приблизительно на полгода, и у меня с собой был только 16-дюймовый Mac с чипом M1 Pro. И все это время он был моим единственным ПК, на котором я монтировал видео, работал с фото и даже играл в игры. И картинка там была просто безупречная. И еще раз повторюсь, что я не пытаюсь выставить какую-то технологию победителем в этой гонке. Я всего лишь говорю о том, что на все можно посмотреть под разными углами. И каждую конкретную модель монитора, как OLED, так и мини-LED, нужно рассматривать отдельно.
Чего только стоит мини-LED Xiaomi Redmi G Pro 27, обзор на который я записывал на максимальном негативе и продал его на следующий день. Но и на CN32M2V и 32M2V Pro совершенно другая история. На этом моменте будем заканчивать. Приобрести монитор из обзора, а также другие мониторы можно у данных ребят, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на YouTube канал, а также на Telegram канал и группу ВК. Ну а на этом на сегодня у меня все. Пока.